подтяжка лица. По законам физики наше лицо к 50 годам немножко вниз тянется. Второй подбородок, нижняя блефопластика, да? Была сложность во время операции. Она сильно кровила, и поэтому операция длилась дольше, чем нужно. Я знал, я взрослый человек, что это операция, что это очень серьезно. Как и что? Не так, я думала. Многие считают, что СМАС-подтяжка лица показана пациентам после 60-70 лет. Но на самом деле это неправда. СМАС-подтяжка лица делается по показаниям, когда у пациента действительно есть уже возрастные провисания, и доктор в рамках операции подтягивает мышечный корсет и кожу. Так произошло у нашей пациентки Марины. Сегодня мы познакомим вас с замечательной Мариной, которая приехала на операцию подтяжки лица к нашему доктору Джему. Покажу вам, как проходит СМАС-подтяжка лица. Мы рассмотрим, с какими проблемами сталкиваются женщины в этом возрасте. Покажу вам из операционной, как проходит СМАС-подтяжка лица. И в конце мы увидим результат Марины через 2 недели после операции и посмотрим, все ли у нас получилось или есть какие-то сложности. Меня зовут Таня Великородная, вы находитесь на канале Global Medic TV, и здесь мы рассказываем про пластические операции в Турции. Меня зовут Марина, это Лив, да. Мы приехали в Турцию, в Истанбул, чтобы сделать операцию подтяжка лица. По законам физики наше лицо к 50 годам немножко вниз тянется. Это я заметила уже года 4 назад и стала серьезно задумываться о подтяжке лица. Смотрела много YouTube роликов с России, с Турции, с Германии, все сравнивала, узнавала. Искала через YouTube и нашла видеоролик Татьяны и стала уже больше смотреть YouTube, TikTok, Instagram. Все мне понравилось, и потом мы созвонились, переписались. А как получилось, что вы приехали? У нас редко кто на консультацию прям приезжает. Потому что мне надо было, для меня было очень важно увидеть врача. Как-то все сомнения потом у меня отпадают, если я вижу глаза человека. Так по телефону, онлайн, это не для меня, как-то я такая. И мы потом организовали наш отпуск с мужем, и как раз произошло знакомство с врачом и с Татьяной. Очень рады были познакомиться. Слава богу, что так получилось, потому что и врач мне понравился сразу, и с Татьяной мы тоже хорошо пообщались. И вот мы здесь, и хочется уже быстрее, уже, чтобы все это прошло, увидеть себя уже в другом амплуа, в другом возрасте. Когда вот вы заметили, что начались возрастные изменения? Ну вот реально, когда вы в зеркале начали это замечать? После 45. После 45 я уже сильно стала замечать второй подбородок. Ну, у нас это генетиш, это по маминой стороне, мы все со вторым подбородком. Какие ожидания? Ожидания выглядеть моложе, лет на 10. Вот такие ожидания. Доктор просит еще раз напомнить ему, что вас беспокоит. Второй подбородок, нижняя блефопластика, да? Бишектомия. Да, у Марины будет здесь небольшой шов, я это сейчас объясню чуть позже, когда буду делать разметку. Также у нее будет дополнительный разрез на подбородке. Вот разрез здесь 3 сантиметра, чтобы мы смогли сделать более четкий контур лица и убрать лишнюю кожу. Также мы уберем лишний жир, подтянем мышцы здесь и получим в итоге идеальный овал лица. Нет, я верю вам полностью. Переведите, пожалуйста. И я готова к операции. Я готова. No smoking, no? No smoking 2 Monate schon. У меня есть 2 опции в этой операции. Первое, я могу остановить свой разрез здесь и таким образом подтянуть нижнюю часть лица. Или я могу сделать свой разрез выше, вот в этой области, около линии роста волос. Тогда я смогу потянуть среднюю часть лица. Шов будет находиться здесь, перед линией роста волос.
А этот шов будет проходить в ушной раковине за козелком уха, он вот будет здесь находиться и будет совсем незаметен. Ну и вообще вот эти вот швы практически незаметны со временем, и потом они вовсе исчезнут. Hello everyone. Сегодня для нашей пациентки Марины мы сделаем комплексную подтяжку лица и шеи, а также нижнюю блефаропластику и избавимся от лишнего жира на шее. Главная проблема, с которой к нам пришла пациентка, это наличие лишней кожи на шее и размытый овал лица, а также в этой области ушел угол, как вы можете увидеть. Итак, у нее будет Deep Plane Facelift, подтяжка лица и шеи. Шов будет проходить перед ухом и также за ухом. Также у нас еще будет один небольшой разрез под подбородком, чтобы подтянуть мышцы шеи, и он поможет нам сделать красивый овал лица. Обычно операция подтяжки лица длится примерно 5 часов, но так как у Марины будет еще нижняя блефаропластика и бишектомия, в нашем случае операция займет где-то 6-6,5 часов. А я уже бегу в операционную, сейчас все вам покажу. Идемте. Здравствуйте, со второго дня после операции Марины. Ну что, интересно вам увидеть, как выглядит человек после подтяжки лица на второй день. Это еще то зрелище, конечно, но к этому надо быть готовым. У Марины была сложность во время операции. Она сильно кровила, и поэтому операция длилась дольше, чем нужно. И доктор ожидал, что будут очень сильные отеки и синяки. Вот, но на самом деле, вроде как Марина выглядит хорошо, я еще не видела, но девочки рассказывали. Поэтому сейчас на нее посмотрим. Доктор решит, можно ли ей выписываться через 2 суток после операции, или все-таки, учитывая осложнения, которые были на операционном столе, он оставит еще на 1 сутки ее в палате. Ну что, посмотрим. Здравствуйте. Сегодня 2,5 дня после операции. Я на позитиве. Ну, некрасивая, конечно, но зато буду красивая. Благодарю Татьяну, всех работников Global Medical. Как ночь прошла, как себя чувствовали? Правду сказать, Да. 2 дня я герой. Герой, прям герой. Сегодня намного лучше, намного. И чувствую себя хорошо. И врач пришел, и уже сразу сердце успокоилось. А так все передумаешь, я спать боялась. Слушайте, ну хорошо. Вы уже на себя смотрели в зеркало? Ну пока, подождите, сейчас доктор, да. Я даже не ставила, боялась лишний раз это движение делать. Это нормально, что я не чувствую здесь ничего, да? Да, это абсолютно нормально. Было довольно большое кровотечение во время операции, поэтому процесс восстановления будет длиться немного дольше. Но уже через несколько дней отечность лица начнет потихоньку проходить. Ну, шея замечательно. Шею уже Все видно. остальное еще ужас, в каком виде меня муж сейчас упадет в обморок. Марин, ну что, у вас уже какой? 9-й день после операции? Сегодня 9-й день после операции, да. Расскажите, как прошли эти дни? Как вы себя чувствовали? Гуляли ли вы? Что вы делали? Либо сидели в отеле, находились? Не, мы находились в отеле, да, после больницы. Больницы 2 ночи переночевали и приехали в отель. В отеле жили, гуляли очень много, да, свежим воздухом дышали, но в Стамбуле очень жарко днем.
И с этой шубой на голове было невозможно много гулять днем, когда солнце, потому что сильно нагревалось, и у меня и так была слабость, поэтому мы гуляли только вечером. Вечерами, когда солнце садилось. На море очень много гуляли, свежим воздухом дышали. Ну а так, да, реабилитация проходила тяжеловастенько для меня, не знаю, как для других, для меня было тяжело. Врач, доктор Джем, прописал все медикаменты, которые мне нужны, я пропила, и с медикаментами было легче, конечно. Я очень довольна, потому что сегодня я увидела результат, сегодня, еще не конечный результат, только начало улучшения. И будем ждать через время, вышли фотографию или сами приедем на чекап, да, и сделаем еще одно интервью, тогда уже будем смотреть, как будет. Ну, я уверена, 100% будет намного лучше, чем сейчас. Но в целом ожидание реальности. Вы ожидали, что вот так вот будет, как оно было, или как-то по-другому? Я знала, я взрослый человек, что это операция, что это очень серьезно, как и что. Ну, не так я думала. Я почему-то думала, что как-то будет по-другому, что ли, полегче. Но все-таки, девочки мои золотые, дорогие, готовьтесь к мысли из себя полностью, что это очень тяжело, это операция, это не просто так. И после наркоза надо отходить и приходить в себя в норму, но это очень серьезно. Но кто хочет, тот будет делать. Потому что мы, девочки, хотим быть красивыми, и ради красоты надо терпеть. А куда деваться? Деваться некуда. Я очень довольна, что я это сделала. Я давно это хотела. И благодаря Татьяне, потому что быстро так это все у нас организовалось. Приехали, да, поговорили по телефону, быстренько термин, Татьяна все организовала. Я даже не ожидала, что так это быстро все пройдет. И то, что у нас были отпуска, и мы приехали, персонально еще познакомились с доктором Джемом и с тобой, Татьяна, спасибо большое за твою команду, за твоих девочек. Дарья тоже меня очень хорошо беглайтировала, да, молодец. Всегда 24/7 была на связи, молодец. Спасибо вам большое за организацию. Вы дарите нам хорошую долю такого настроения, такого дальше жить, что мы еще красивые, что мы еще что-то можем. В общем, спасибо большое. И доктору Джему большое спасибо, огромное спасибо. Global Medical это прям супер топ компания. Обращайтесь туда.